Глава 566. Техника возобновления души. Отвечая на вопрос Хань Ли, на лице Юанья появилось обнадеживающее выражение «верно». Я забрала нефритовую пластинку у молодого мастера секты Лазурного Ян, где говорилось о духовном дереве, которое находится в небесном зале. Я готовилась отправиться в небесный зал, чтобы заполучить божественное дерево. Однако я не ожидала, что там будет намного опаснее, чем говорилось в легендах. Без вашей помощи я бы не смогла выбраться из небесного зала, поскольку тогда я только-только вошла в стадии формирования ядра. С тех пор прошло много лет, и первородная душа старшей боевой сестры Ян Ли восстановила свою силу, питаясь духовным деревом. Хотя она не может владеть телом по своему усмотрению, она может обладать телами других с помощью техники возобновления души. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это — техника возобновления души. Эта техника втягивает душу в новый труп и возвращает ее к жизни, верно? Хань Ли посмотрел на женщину и сказал: «Госпожа Юань, ты знаешь, что ты пытаешься сделать. Не говоря уже об опасности при использовании этой техники, плата за ее использование слишком высока. Чтобы использовать эту технику, уровень культивации должен быть как минимум на поздней стадии формирования ядра, но кроме того, она также подвергает твою культивацию невыносимому напряжению. Будучи культиватором на ранней стадии формирования ядра, используя эту технику, ты разрушишь свое ядро и опустишься на стадию заложения фундамента». Когда Юанья услышала предупреждение Хань Ли, она замолчала на мгновение, а затем проговорила: «Конечно, я знаю все это. Когда обладаешь телом живого человека, до тех пор, пока не нарушаешь 3 незыблемых закона, это относительно безопасно. Поскольку техника возобновления души отличается от овладения телом и вызывает оживление нового трупа, цена за ее использование, естественно, высока». В глазах Хань Ли появился странный след. С помощью духовного дерева, почему твоя старшая боевая сестра не может взять на себя инициативу, чтобы обладать телом? Разве вы не можете подождать, пока ты не достигнешь хотя бы средней стадии формирования ядра, прежде чем использовать технику возобновления души на твоей старшей боевой сестре? Если ты попытаешься сформировать другое ядро после разрушения этого, это настолько невероятно сложно, что его можно считать почти невозможным. Юанья спокойно ответила: старшая боевая сестра слишком сильно пострадала и пробыла в состоянии первородной души слишком долго. Ее сознание уже стало тусклым, поэтому даже духовное дерево уже стало бессильно. У нее есть всего год или 2, прежде чем она потеряет себя. Если я буду ждать, от нее ничего не останется. К счастью, недавно я наткнулась на очень подходящий свежий труп и уже потратила немало усилий на создание заклинания для техники возобновления души. Если бы никто не потревожил меня, я бы начал ритуал в следующем месяце. Хотя на ее лице была видна небольшая скорбь, она выглядела довольно решительной. Услышав это, в глазах Хань Ли вспыхнула странная эмоция. Через мгновение он выдохнул и спросил: «Неужели госпожа Юань рассказывает мне все это для того, чтобы я ей помог?» Юанья решительно проговорила: «Брат Хань спас меня минуту назад, поэтому мне было бы неправильно спросить вас о помощи. Однако, техника возобновления души требует места с глубокой им и будет создавать эффекты, которые не могут скрыть ограничительные заклинания. Поскольку я был заклеймена преступницей секты Лазурного Ян, у меня нет возможности связаться с другими культиваторами высокого ранга, кроме вас. Я могу только надеяться, что вы останетесь здесь в течение следующих нескольких дней и защитите меня, пока я буду готовить ритуал. Поскольку этот вопрос жизни и смерти моей старшей боевой сестры Ян Ли, я соглашусь на любые условия, если вы согласитесь мне помочь». Хань Ли на мгновение замолчал, у него на лице появилась задумчивость. Согласно его планам, он даже не думал, чтобы здесь оставаться. У него и своих врагов было по горло, он не мог взять на себя проблемы другого человека. Тем не менее, Юанья была готова без колебаний разрушить собственное ядро, чтобы спасти свою подругу. Этот поступок тронул сердце Хань Ли. Немного подумав, он пришел к выводу, что до тех пор, пока он не столкнется с культиваторами средней стадии зарождающейся души, ему не грозит никакая опасность с его нынешним уровнем культивации. Поскольку единственное, что ему было нужно сделать, защищать женщину ближайшие несколько дней, это бы не доставило ему большого неудобства. С этой мыслью Хань Ли принял решение и потер нос. Он криво улыбнулся и сказал: «Кажется, я буду совсем бессердечным, если откажусь тебе помочь. Раз ты готова разрушить свое собственное ядро, я помогу тебе и буду защищать тебя в этот раз. Я не собираюсь выдвигать тебе какие-либо условия, кроме одного: ты должна сказать мне, что не так с жемчужиной плачущей души. Я хочу ее усовершенствовать с тех пор, как заполучил ее. Кроме того, место глубокого инь ведь не на этом острове, да. Это место уже раскрыли, поэтому было бы неплохо провести ритуал в другом месте». Когда Юанья услышала ответ Хань Ли, она буквально расцвела перед ним от благодарности.
Затем она достала зеленый нефрит и передала его Ханьли со словами: «Я искренне благодарна за вашу помощь, брат Хань. Однако, пожалуйста, не волнуйтесь. Место глубокого инь не здесь, оно находится на другом острове. Хотя ритуал займет всего несколько дней, мы должны быть в безопасности от преследования секты Лазурного Ян в течение всего этого времени. Что касается вопроса о жемчужине плачущей души, то тут все просто. Молодой мастер секты Лазурного Ян не успел полностью ее доработать. Вот почему жемчужина плачущей души, предназначенная для контроля, не работает. После ее создания она стала вызывать головные боли. Кроме того, чем больше ее пытались усовершенствовать, тем более сильными становились головные боли. Я закончила ее практически наполовину, чтобы разобраться с первым испытанием в небесном зале — призрачный туман, но она все равно доставила мне кучу проблем. У меня также есть техника усовершенствования для самой жемчужины плачущей души. Хотя я считаю, что вы не сможете завершить его самостоятельно, я все равно дам вам ее. Ханьли внезапно осознал, почему сила плачущей души была не такой, как говорилось в легендах. Оказалось, что его плачущая душа была наполовину готовым продуктом. Ханьли с легким разочарованием взял нефритовую пластину и мельком взглянул на нее, а затем бросил ее к себе в сумку для хранения. Затем Ханьли сказал: «Госпожа Юань, поскольку это место уже раскрыто, мы должны немедленно отправиться на место глубокого инь, чтобы избавиться от любых потенциальных неприятностей, которые могут произойти». Юань Я помолчала, а затем согласилась: «Да». Я хотела предложить то же самое. Я быстро соберу свои вещи, а затем мы покинем это место. Через 3 дня Ханьли глядел на маленький, бесплодный остров. Ханьли почесал подбородок, повернулся к красивой женщине рядом с ним и спросил: «Иньцы действительно плотная на этом острове, поэтому тебе, должно быть, было довольно сложно найти его». Возможно, опираясь на поддержку огромной иньцы, госпожа Юань не будет испытывать большой резонанс при использовании техники. Юань Я с легкой улыбкой взглянула на остров и сказала: «Конечно». Мне удалось найти этот безымянный остров, отыскав записи о близлежащих морях. Давным-давно этот остров был кладбищем демонов. Прежде чем люди установили власть в области моря рассеянных звезд, низкоранговые демоны приходили на этот остров, чтобы умереть. Спустя множество лет на этом острове развилось удивительное количество иньцы, но мало кто знает об этом, поскольку этот остров далеко от общедоступных маршрутов и довольно мал. Сказав это, женщина полетела на остров без каких-либо дальнейших колебаний, а Ханьли спокойно последовал за ней. Спустившись на остров, Юань Я привела Ханьли в небольшую пустую долину, где были забиты черные камни размером с кулак. Когда Юань Я прибыла к краю долины, она обеими руками сделала жест заклинания и выстрелила красным светом. Долина внезапно засверкала красным светом, являя чрезвычайно сложное заклинание, которое охватывало более 30 метров. Чтобы понять, насколько сложным было это заклинание, достаточно было взглянуть на магические иероглифы, начертанные на черных камнях. Но Ханьли больше всего удивило не это, а полупрозрачный гроб из белого нефрита в центре. Он был 2 метра в длину, метр в ширину и метр в высоту. Более того, вокруг него вращались полоски белой дымки, а сам гроб был сделан из ледяного нефрита. Вероятно, он стоил огромных денег. Ханьли не сомневался, что этот ледяной гробы был подготовлен Юань Я для Янли. Ханьли знал, что техника возобновления души требовала нескольких конкретных условий. Она не только нуждалась в трупе с теми же духовными корнями и возрастом, что и душа умершего, но владелец трупа должен был умереть точно так же, как и душа умершего. Даже их обиды на жизнь и ци должны были идеально сочетаться. Без соблюдения даже одного из условий было невозможно использовать эту технику. Пока Ханьли рассматривал ледяной гроб, Юань Я с особой тщательностью достала черную деревянную коробку из своего халата и положила ее на гроб, а затем сделала несколько шагов назад. Глава 567. Небесное предзнаменование. Юань Я посмотрела на небо, а затем наклонила голову к Ханьли и сказала: «Через 4 часа иньцы достигнет пика, и тогда я начну использовать технику возобновления души. Весь процесс займет 3 дня, вам придется охранять меня все это время». Ханьли кивнул и огляделся по сторонам. Затем он нахмурился и спросил: «Здесь никаких защитных формаций, только иллюзорное. Разве это не опасно, если сильный противник отвлечет меня, оставляя тебя совершенно уязвимой?» Юань Я прикусила губу и проговорила с беспомощным выражением на лице: «Я знаю, но у меня нет более мощных инструментов для создания заклинаний, и у меня было мало времени на подготовку. Так что мне придется пойти на этот риск». Ханьли почесал подбородок, а затем сказал: «Тогда оставь ограничительные заклинания на меня. У меня еще есть несколько наборов инструментов для создания заклинаний, которые обладают приличной силой.
Хотя в них нет ничего особенного, но это лучше, чем оставлять тебя без защиты. Раз он уже решил помочь, он хотел сделать все возможное. Когда Юанья услышала его, ее глаза загорелись от восторга. Она сказала: «Брат Хань, вы владеете до формирования заклинаний. Раз так, я буду чувствовать себя более свободно и полностью сосредоточусь на ритуале». «Большое спасибо», — Хань Ли молча улыбнулся в ответ, а затем поднялся на небо и стал осматривать окрестности долины. Спустя мгновение он медленно опустился на остров и подумал: времени мало, мне надо немедленно установить свои ограничительные заклинания. При этом Хань Ли взмахнул рукой, выпустив из сумки для хранения дюжину огромных марионеточных обезьян. Затем он достал множество наборов инструментов для создания заклинаний и передал их марионеткам. Хань Ли стоял на месте и управлял марионетками с помощью своего духовного чутья, чтобы те установили формации вокруг долины. Юанья несколько секунд с любопытством наблюдала за движениями марионеток, а потом стала торопливо проводить свои приготовления. Техника возобновления души была не каким-то там обычным делом. Использование этой техники требовало тщательной подготовки. Кроме того, нужно было протестировать платформу на Земле во избежание каких-либо сторонних ошибок. В другом месте на острове Хань Ли сумел разместить за 2 часа 5 умеренно мощных заклинаний с помощью своих марионеток. Хотя они не могли противостоять постоянным атакам культиватора формирования ядра, их было бы более чем достаточно, чтобы задержать любого культиватора заложения фундамента. В центре долины Юанья закончила устанавливать духовные камни для магической формации и ударила по кругу платформы с помощью заклинания, активируя магическую формацию. Магическая формация в ответ стала гудеть и сверкать черным струящимся светом. Плотные нити черной ци внезапно начали появляться вокруг платформы и сходиться к ледяному гробу в ее центре. Юанья была довольна этим и поспешно выпустила поток пламени, используя другое заклинание, остановив магическую формацию. Юанья вышла из магической формации и повернулась к Хань Ли, радостно сказав: «Кажется, нет никаких проблем. Магическая формация работает как надо». Увидев ее веселую улыбку, Хань Ли сказал: «Госпожа Юань, ты точно понимаешь, что собираешься сделать? После того, как ты разрушишь свое ядро, путь к бессмертию тебе будет закрыт. Вероятность того, что ты снова сможешь прорваться к стадии формирования ядра, практически равно нулю». Улыбка исчезла с лица Юанья, но, немного помолчав, она спокойно проговорила: «Будь что будет. Если я смогла дожить до этого момента, значит, мне все по плечу». Затем она убрала с лица прядь волос и добавила: «Брат Хань не знает, какие отношения у меня были с моей старшей боевой сестрой. Я выросла вместе с ней, долгие годы мы культивировали вместе в нашей родной секте. Она мне была как настоящая сестра. Когда мы убили молодого мастера секты Лазурного Ян, она заблокировала атаку, направленную на меня, и в результате погибла. Так что ничего страшного, если я пострадаю от техники возобновления души. Если первородная душа сестры не погибнет, и она восстановит свое плотское тело, разрушение моего ядра — сущие пустяки». Странное выражение на мгновение мелькнуло на лице Хань Ли. Немного помолчав, он кивнул головой и больше не пытался отговорить ее. Юанья вернулась в центр магической формации и села перед ледяным гробом в ожидании оптимального времени для начала. Не говоря ни слова, она вдруг посмотрела в небо и тут же встала. «Пора. Начинаем. Неважно, удастся ли мне успешно использовать технику возобновления души, я никогда не забуду вашу доброту, брат Хань, и всегда буду вам благодарна». Юанья изящно поблагодарила Хань Ли, а затем активировала магическую формацию без дальнейших промедлений. Хань Ли вздохнул и медленно вышел из долины. Через мгновение окружающая инь-ци начала стекаться к формации. Даже с его нынешним уровнем культивации не хотел быть рядом с таким огромным количеством инь-ци. Покинув долину, Хань Ли остановился и повернулся. Потоки инь-ци стали собираться вокруг магической формации и стали обволакивать собой всю область, где находилась формация. Оттуда стали доноситься вопли призраков. Хань Ли безмолвно сел за пределами входа в долину и начал медленно высвобождать свое духовное чутье, отслеживая им весь остров и близлежащее море. Внезапно на его лице появилась горькая улыбка. В этот момент Хань Ли понял, почему Юанья попросила его действовать в качестве ее защитника. То, как она раньше описала внешнее воздействие техники возобновления души во время ритуала, было огромным преуменьшением. Хань Ли почувствовал головную боль. Потоки инь-ци уже накрыли большую часть долины, поднимая за собой песок и камень в воздух. Крики призраков стали разноситься по всей долине. Формация в самом центре сверкала ослепляющим черным светом и была окружена настолько плотной инь-ци, что от одного ее вида захватывало дух. Внезапно произошло нечто, что удивило Хань Ли еще больше. В нескольких километрах над долиной появилось странное черное облако.
Оно полностью состояло из иньцы и беспрерывно громыхало, постепенно приобретая форму конуса, направленного вершиной вниз. Это было небесное предзнаменование. Все культиваторы, живущие поблизости, наверняка были шокированы. В конце концов, эта удивительная сцена не только обозначала человека, совершившего еретический акт, который бросил вызов небесам, но и напоминала появление сокровища. Такая сцена вызвала бы большое любопытство у всех, кто ее видел. Кроме того, кто знал, кого она могла привлечь сюда, Хань Ли пристально уставился вдаль, его лицо дрогнуло. Вокруг острова с юго-запада приближались 8 полос света. В одно мгновение они остановились в 5 километрах от острова, показывая группу из мужчин и женщин-культиваторов. Их возглавил старик на средней стадии заложения фундамента, остальные были молодыми людьми, которые были только на 8-м слое стадии концентрации ци. Судя по тому, что они были одеты в одну и ту же одежду, казалось, они были из одной секты. Старик смотрел на небесное предзнаменование с сомнительным выражением. Женщина-культиватор, лет 20, при виде того, что старик остановился и молча уставился на остров, быстро проговорила: «Боевой дядя Чжао, давайте посмотрим, что происходит на острове». Возможно, появилось сокровище, старик взглянул на женщину и упрекнул ее: «Хуэйлин, ты слишком опрометчива. Посмотри на знак. Даже если здесь возникло сокровище, оно дьявольское и проклятое. Более того, вполне возможно, что эксперт либо культивирует, либо использует дьявольскую технику. Если мы отправимся туда сейчас, мы только напрасно потревожим его и наткнемся на верную смерть». Женщина была недовольна таким ответом, но больше ничего не сказала. Один из старших учеников мужчин взглянул на черные облака над маленьким островом и спросил: «Боевой дядя, чего мы ждем? Спокойнее. Мы будем действовать только тогда, когда ситуация полностью прояснится. Запомните, что наша секта Великого Солнца смогла просуществовать до сих пор благодаря своей осторожности. Мы никогда не предпринимаем опрометчивых решений. Даже если перейдёт нами такая потенциально огромная прибыль, наша жизнь всегда на первом месте». Старик прочитал нотации ученикам позади него, глядя на маленький остров. Остальные молодые ученики, естественно, согласились с ним. Вскоре после того, как старик сказал это, к острову приблизились зеленая и желтая полоса света с другого направления. Они заметили группу старика и остановились примерно в 300 метрах от них. Свет погас, являя человека в черной одежде. На вид ему было лет 40. Рядом с ним была красивая женщина лет 20. Женщина проговорила приятным тоном: «Итак, ты ученик секты Великого Солнца, Даос Чжао. Ты знаешь, что происходит на острове? Почему появился небесный знак?» Глава 568. Страшное отступление. Старик по имени Чжао, казалось, узнал тех двоих, сразу же улыбнулся им и ответил: «Так и есть, брат и сестра Мэй. Я путешествовал с учениками своей секты, как вдруг увидел издалека, что на этом острове происходит что-то странное. Вот почему мы здесь. Кажется, у вас больше боевого опыта, вы видите что-нибудь странное в этом небесном предзнаменовании?» Женщина вежливо ответила: «Брат Чжао, должно быть, шутит. Если ты не знаешь о небесном предзнаменовании, то откуда нам с братом знать об этом? Однако, похоже, что в нем скопилось довольно много иньцы. Я подозреваю, что в этот мир спускает чрезвычайно злобное сокровище». Мужчина рядом с ней кивнул в ответ. Старик не обратил внимания на то, как вел себя мужчина. Вместо этого он слегка кашлянул и собирался было что-то сказать, как вдруг издалека послышались мелодичные звуки флейты. Зеленая полоска света замерцала вдалеке и постепенно стала приближаться к ним. Выражение женщины несколько раз изменилось, когда она услышала звуки флейты, но тут же пришло в норму. Старик Чжао сначала был ошеломлен, но потом что-то вспомнил и удивленно взглянул на женщину. На спокойном до этого момента выражении лица мужчины появились следы гнева. Через мгновение к ним приблизилась зеленая полоска света, в которой показался молодой мужчина, летевший на флейте. Он был одет в белый халат, и у него было красивое лицо, и он казался довольно уверенным в себе и расслабленным. Мужчина в белом подлетел к группе людей и громко проговорил, глядя на женщину: «Кто бы мог подумать, что госпожа Мэй тоже окажется здесь?» Женщина неохотно ответила: «Господин Фу, вы тоже здесь». Казалось, она была не особо рада его видеть. Старший брат женщины проговорил хриплым холодным голосом: «Почему вы здесь? Моя младшая сестра уже сказала, что она не желает стать вашим компаньоном, да? Почему вы продолжаете преследовать ее? Неужели вы думаете, что я боюсь вас, потому что ваш мастер-культиватор стадии формирования ядра, я восхищен вашей младшей сестрой? Пока она не замужем, я всегда буду ее преследовать. Госпожа Мэй украла мое сердце и преданность.
Мужчина в белом пристально взглянул на женщину по фамилии Мэй. Когда женщина услышала это, ее щеки покраснели, и она отвернулась, не желая больше обращать на него никакого внимания. На лице ее брата появилось серьезное выражение. В сочетании с его непривлекательной внешностью он выглядел действительно устрашающе. Однако мужчина в белом продолжал смотреть на женщину, не обращая ни на кого внимания. Старик Чжао закатил глаза и решил расслабить обстановку, сменив тему. Кхе-кхе. Не стоит так нервничать по пустякам. Боюсь, что скоро к острову могут собраться намного больше культиваторов, поэтому если на острове действительно появится сокровище, тогда нам лучше действовать быстро. В противном случае могут прибыть и старшие, тогда мы останемся неудел. Те трое были шокированы, услышав это. Мужчина в белом одеянии случайно повернулся и взглянул на него. Выражение его лица изменилось. Небесное предзнаменование начало меняться. Старик и брат и сестра Мэй удивились, услышав его. Так и было. Непрерывно вращающееся черное облако начало вращаться вокруг центральной точки, и огромное облако инцы, которое скопилось у подножия острова, внезапно стало расширяться, как будто там должен был появиться черный монстр. Что это? Неужели сокровище уже вошло в наш мир? Спросила женщина с бледным от изумления лицом. Странное выражение появилось на лице ее брата, когда он смотрел на остров и сказал: «Пойдем, посмотрим. Возможно, нам представится возможность заполучить его». Когда женщина услышала своего брата, она замялась. А что, если это не сокровище? Что, если это высокоранговый эксперт, который совершенствует свою технику? Как мы позволить себе спровоцировать такого человека? Ее брат нетерпеливо сказал холодным голосом: приобретение сокровищ всегда связано с определенным риском. Кроме того, если на острове действительно есть старший, мы просто извинимся перед ним. Сказав это, мужчина, не обращая внимания на других, ударил по своему магическому инструменту и метнулся в направлении острова. Женщина немного помедлила, а затем бросилась за ним с обеспокоенным выражением на лице. Мужчина в белой одежде немного поколебался и взглянул на старика. Увидев, что старик еще не решился действовать, на его лице появилось сомнение. Он нахмурился и спросил: «Господин Чжао не хочет узнать, что происходит? Вы первый, кто предложил последовать на остров. Вы, кажется, передумали». Старик усмехнулся, закрутил пальцами бороду и спокойно сказал: «Я просто предложил отравиться на остров, но я не говорил, что сам собираюсь отправляться туда. Более того, со мной младшие ученики, и я несу ответственность за их безопасность. Если вы хотите получить сокровище, то вам лучше объединиться с теми двумя». ГМ. Брат Чжао хорошо говорит, но мне кажется, что вы просто выжидаете подходящий момент. Мужчина в белом презрительно взглянул на старика, а затем метнулся за братом и сестрой Мэй, стиснув зубы. Старик наблюдал за тем, как мужчина в белом удаляется, а затем слегка покачал головой и пробормотал: «Красивые женщины всегда приносят несчастье». Эмоции не сулят ничего, кроме неприятностей. Когда ученики услышали это, они смущенно переглянулись между собой. Когда 3 культиватора направились к острову, они тут попали в район под небесным предзнаменованием. Решительность старика дрогнула, и он нервно уставился на остров. Внезапно позади него раздался холодный голос: «Хитро, очень хитро. Вы не осмелились бросить вызов опасности, а остались наблюдать со стороны, даже если там сокровище, которое вы могли разделить со своими учениками». Когда старик Чжао услышал это, его сердце дрогнуло. Он и его ученики поспешно развернулись, но никого не увидели. Старик рассердился, не заметив никого, но он поспешно проговорил: «Я не знаю, кто из старших оказал нам честь своим присутствием, но я, Чжао Ца из секты Великого Солнца, выражаю вам свое почтение». Снова раздался голос, но было непонятно, откуда он исходит: секта Великого Солнца. «Кто для тебя Бэу Динькун?» Старик вздрогнул и поспешно ответил: «Это мастер секты, мой старший боевой дядя». Старший его знает. Немного помолчав, голос ответил с теплой интонацией: «Хе-хе. Однажды я встретил его. Сначала я хотел убить вас, но поскольку вы ученики секты моего знакомого, я пощажу вас. Однако, если вы достаточно глупы и посмеете полететь на остров, вините себя в моей жестокости. Конечно, мы совершенно не собираемся создавать неприятности для старшего». Лицо старика побледнело, когда он услышал это. Однако он почувствовал облегчение и внутренне поблагодарил своей старшего за поддержание дружественных отношений с другими старшими. В этот момент мужчина в белом догнал брата и сестру Мэй, и вместе они приблизились к долине, как вдруг все вокруг них задрожало. Казалось, они внезапно наткнулись на световой барьер. Все трое одновременно услышали спокойный голос человека: «Уходите, и если вы продолжите свой путь, мне придется убить вас».
Три культиватора заложения фундамента переглянулись между собой в недоумении. Мужчина по фамилии Мэй, казалось, не хотел так легко отступать и поэтому спросил: «Могу ли я спросить, кто этот господин и что привело его на этот остров? Я считаю до 10. Если вы не уйдете, ваши тела останутся здесь навсегда». 10, 9, 8. Ханли проигнорировал свой вопрос и просто стал считать холодным тоном. На лицах троих появились сомнения. Судя по его тону, они не могли понять, блефовал он или был на самом деле культиватором формирования ядра. Пока они сомневались, Ханли подсчитал до 5, и по вспышке белого света из барьера выскочило более 10 огромных марионеточных обезьян. Они выстроились в форме полумесяца и направились к 3 культиваторам. Нехорошо. Быстрее, уходим. Это марионетки высокого ранга. Мы не в состоянии бороться с ними. Женщина, казалось, первая поняла всю серьезность ситуации, и ее лицо быстро побледнело. Затем она схватила руку брата и улетела без каких-либо дальнейших объяснений. Мужчина в белом также почувствовал то, какими ужасающими были эти марионетки. По спине у него пробежал холодный пот, и он тут же помчался за ними. Увидев, что 3 культиватора бежали, поджав хвост, Ханли перестал считать и убрал марионеток обратно в световой барьер. Ханли все еще сидел, скрестив ноги у входа в долину. Он медленно открыл глаза с торжествующим выражением на лице. Помимо нескольких низкоранговых культиваторов, он также заметил присутствие культиватора формирования ядра. Хотя технику маскировки культиватора можно было считать удивительной, она была ничем перед духовным чутьем Ханли. Он надеялся, что, отпугнув их троих, они сообщат остальным культиваторам на стадии заложения фундамента и вместе покинут это место. Хотя он и не боялся таким низкоранговых культиваторов, он предпочитал избегать ненужной резни. Однако это было только начало. Он считал, что настоящие проблемы, скорее всего, начнутся в последний день ритуала техники возобновления души. В конце концов, с таким большим количеством времени близлежащие высокоранговые культиваторы должны будут получить информацию об этом. Глава 569. Проникновение. Ханли прикинул, что в последний день ритуала может появиться около 2 культиваторов формирования ядра. Также была вероятность, что поблизости мог находиться культиватор зарождающейся души. В конце концов, это была область внутренних морей. В таком обширном пространстве океана, как правило, легко можно было встретить несколько культиваторов формирования ядра в лучшем случае. Но с нынешним уровнем культивации Ханли не боялся их. Хотя он не хотел привлекать к себе внимание, и если бы эти культиваторы не захотели отступать, ему бы пришлось сражаться с ними в полную силу. Придя к такому выводу, лицо Ханли стало мрачным, и он снова закрыл глаза. 3 культиватора заложения фундамента вернулись туда, где остался старик Чжао. Он выглядел несколько озадаченным при виде их столь быстрого возвращения. Старик с удивлением спросил, что случилось. «Вы уже осмотрели остров», — женщина проговорила со страхом на лице. «Мы опоздали». Другой культиватор уже установил свои ограничительные заклинания вблизи области небесного предзнаменования. Культиватор контролирует несколько высокоранговых марионеток и говорит властным тоном. «Я считаю, что он культиватор формирования ядра». Старик немного помолчал и сказал: «Культиватор формирования ядра». Кажется, за этим небесным предзнаменованием стоит нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Кажется, оно появилось неестественным способом. Неужели там действительно сокровище? Мужчина в белом погладил рукой свою флейту и сказал: «Кто знает, но мне кажется, что мы первыми прибыли на этот остров». Полагаю, этот культиватор формирования ядра уже был на острове до того, как появилось небесное предзнаменование и заранее поставил ограничительные заклинания. Кажется, тут все не так просто. Старик Чжао что-то пробормотал про себя и спросил, как выглядел культиватор формирования ядра. Возможно, мы сможем узнать его личность. Брат и сестра Мэй и мужчина в белом с тревогой переглянулись между собой. Старик нахмурился и подозрительно взглянул на них. «Вы что, не видели, как он выглядит?» Когда мужчина в белом увидел выражение старика, он вспомнил об этом, и его лицо стало угрюмым. Он проговорил с явной досадой: «Если брат Чжао сомневается в наших словах, тогда вы можете сами пойти и проверить, будет ли этот старший будет относиться к вам снисходительно». «Я не верю, что он это сделает», — старик усмехнулся и ответил: «Вы меня неправильно поняли, я всего лишь импульсивно спросил об этом. Поскольку на острове уже есть старший, там не место для людей с таким низким уровнем культивации, как у нас, и неважно, появится ли там сокровище или нет». Мужчина по фамилии Мэй скривил губы и с негодованием сказал: «Это не так.
Даже если он является культиватором формирования ядра, и если мы объединим наши усилия вместе с дюжиной других культиваторов в стадии заложения фундамента, возможно, мы сможем его победить. Мужчина в белом покачал головой и сказал: «Брат Мэй, должно быть, шутит. Не говоря уже о том, что у нас нет такого количества культиваторов в стадии заложения фундамента, мы не знаем точно, есть ли на этом острове сокровище. Кто согласится оскорбить культиватора формирования ядра ради потенциального ничего?» Когда брат Мэй услышал его слова, он нахмурился и хотел было что-то сказать, но ничего не смог придумать, чтобы возразить ему. В результате он глубоко вдохнул и молча закрыть рот. Сестра Мэй обратилась к брату со словами: «Старший брат, поскольку здесь слишком много неопределенности, нам лучше уйти. Нам здесь нечего делать». Ее брат явно колебался. Хотя он знал, что культиватор формирования ядра уже принял меры, и что из-за этого было невозможно получить какие-либо выгоды, сокровище было большой редкостью в этом мире. Вот почему он не хотел уходить. В конце концов, для таких бродячих культиваторов, как он и его сестра, это была очень редкая возможность. Уходить? Размечтались. Никто не уйдет, пока я не дам вам разрешения. Прежде чем брат Мэй смог закончить свои размышления, из различных направлений раздался холодный голос. Брат и сестра Мэй и мужчина в белом испугались и невольно схватились за свои сумки для хранения, бдительно оглядываясь по сторонам. Однако они не смогли обнаружить источник звука. Брат Мэй вдруг спросил старика холодным голосом: «Господин Чжао, что происходит?» Старик горько улыбнулся и проговорил: «Не спрашивайте меня, мне тоже не разрешено уходить». Когда остальные трое услышали это, они мгновенно задумались над тем, верить старику или нет. Однако их размышления были прерваны вспышкой желтого света в 30 метрах от них, внутри которой показался белый силуэт. Белая ци стала вращаться вокруг фигуры, пока не появилось нечто наподобие миража. Когда трое увидели это, они сразу же рефлекторно выпустили свои магические инструменты перед собой, бдительно наблюдая за силуэтом. Белая фигура проговорила раздраженным тоном: «Ха! Неужели вы хотите напасть на меня?» Хотя сестра Мэй не могла видеть истинный облик белого силуэта, благодаря силе духовных колебаний его ци она поняла, что он был культиватором формирования ядра. Ее лицо побледнело, и она тактично объяснила: «Ни в коем случае. Мы просто не знаем, чем мы обидели старшего, и почему он не разрешает нам уйти». «Обидели меня?» «Нет, я просто не хочу, чтобы вы рассказали кому-нибудь о небесном предзнаменовании. И пока я не выясню, появилось ли на том острове сокровище, никто не смеет двигаться ни на шаг. В противном случае я немедленно закончу вас», — высокомерно проговорил белый силуэт. Когда трое услышали это, они были в шоке. Мужчина в белом глубоко вдохнул и медленно спросил: «Раз так, значит, вы хотите прямо сейчас пойти и проверить?» Белый силуэт фыркнул и сказал: «Расслабьтесь, сейчас я уйду, но сначала расскажите мне обо всем, что вы видели на острове». Когда трое услышали это, они невольно переглянулись между собой. Женщина нахмурилась и спокойно сказала: «На самом деле нам нечего сказать. Мы бежали после того, как на нас напали много марионеток». В то время затем женщина подробно рассказала о том, что произошло на острове. Немного помолчав, белый силуэт усмехнулся и сказал: «Контролировать множество высокоранговых марионеток, да, это за пределами возможностей культиваторов заложения фундамента. Вы хорошо соображаете. Если бы вы решили остаться, то наверняка бы умерли». Вскоре после этого белый силуэт размылся и метнулся к острову. Остальные обрадовались, увидев потенциальную возможность побега. Тем не менее, они тут же услышали голос силуэта: «Я же только что сказал вам, что если вы попытаетесь покинуть это место, я убью вас». Его слова постепенно становились все тише, поскольку он, похоже, отдалялся. Когда белый силуэт стал удаляться, они хотели было сбежать, но теперь никто из них не осмеливался спровоцировать культиватора формирования ядра. Почти в тот самый момент Ханли открыл глаза с угрюмым выражением на лице. Ханли пробормотал раздраженным голосом: «Я думал, что он придет завтра. Я не ожидал, что он будет таким нетерпеливым». Затем лицо Ханли дрогнуло, и он задумчиво взглянул в другом направлении. Он повернул голову к небу и вздохнул: «Еще один. Кажется, мне придется по очереди разобраться с ними. Культиваторов формирования ядра моими марионетками уже не напугать». Сказав это, Ханли погладил сумку для хранения духовных зверей и выпустил большое облако жужжащих золотисто-черных жуков. В мгновение ока они сгустились в огромное трехцветное копье. «Раз ты сам пришел сюда, не обвиняй меня в том, что ты убил тебя». Ханли на мгновение уставился на копье и крикнул. Вперед! Копье мгновенно дрогнуло и выстрелило вперед. Ханли с намерением убивать в глазах смотрел вслед огромному копью. Белый силуэт приблизился к маленькому острову и остановился на его краю.
Когда белая ци исчезла, показался культиватор среднего возраста, чье лицо было совершенно бледным. Он поднял взгляд к небесному предзнаменованиям, и странное выражение промелькнуло в его глазах. Затем он снова обернул белой и свое тело, а затем исчез. Белый силуэт использовал тайную технику передвижения, желая проникнуть на остров и исследовать его. В этот момент более 10 полос красного света перелетели с другой стороны острова, запряженных в великолепную летающую колесницу. Летающая колесница была 27 метров в длину и была изготовлена из неизвестного типа ароматной древесины. Она была покрыта слоем с талисманных иероглифов и сияла белым светом. Коляску тянули 3 лазурных демонических птицы. Эти свирепые птицы были длиной 3 метра, с 6 глазами и 4 крыльями. Они летели очень быстро и мгновенно доставили колесницу на маленький остров. Глава 570. Появление мощного врага. «Стоять!» Из-за колесницы раздался мужской голос. Как только он сказал это, колесница мгновенно остановилась вместе с полосами красного света, которые сопровождали его. Красные лучи рассеялись, и можно было увидеть красивую молодую женщину, одетую в светло-зеленую мантию. У нее были черные волосы, свернутые в пучок, а за спиной пара мечей. Она была культиватором стадии заложения фундамента и стояла с краю колесницы с торжественным выражением на лице. Из колесницы раздался изумленный голос: «Как странно! Неужели кто-то использует еретическую небесную технику? Судя по количеству иньци, это техника возобновления души, а не техника солнечного формирования». Затем раздался голос молодой женщины: «Но разве это небесное предзнаменование не означает появление магического сокровища?» Хотя тон ее был несколько напуганным, он все равно источал сладкое очарование. Первый голос засмеялся и с уверенностью сказал: «Ты думаешь, что я не могу различать еретическую технику и внешний вид сокровища?» Немного помолчав, женщина фыркнула холодным голосом: «Возможно, то, что вы говорите, так и есть. В любом случае, я не могу видеть разницы между этими явлениями. Если ты хочешь узнать, правда ли это, тогда пойдем и посмотрим. Как насчет взгляда?» Вне зависимости от того, какая это техника, в обоих случаях нужен культиватор формирования ядра. Кроме того, после выполнения такой техники значительно страдает уровень культивации. Мне очень любопытно узнать, кто выполняет эту технику. Если их уровень культивации достаточно высокий, можно взять их с собой. В нашем мирном божественном зале сейчас как раз не хватает мощных культиваторов. Снисходительным тоном проговорил мужчина. Женщина немного поколебалась, а затем сказал: «Было бы неплохо. Мы летели целый месяц, так что было бы неплохо пройтись по земле. Сейчас только отключу защитный барьер». Вскоре после того, как он сказал это, колесница вспыхнула белым светом, и сияние медленно исчезло, показывая мужчину и женщин, сидевших внутри. Мужчине был одет в пеньковый халат, и на вид ему было лет 20. Его лицо также было довольно красивым, что придавало ему элегантный и изысканный вид. Его лоб светился слабым золотым светом, очевидно, из-за какого неизвестного искусства культивации. Рядом с ним сидела молодая женщина, на вид которой было лет 18. Она была одета в белую муслиновую мантию. У нее была гладкая кожа и длинные черные сатиновые волосы. Однако ее лицо было смертельно бледным, и она выглядела так, как будто была бессмертной из потустороннего мира. Молодая женщина прислонилась к краю колесницы и нахмурилась, как будто она была недовольна, но, увидев, что светлый барьер растворился, в ее глазах дрогнул странный свет, она встала и вышла из колесницы. Мужчина нежно наблюдал за женщиной и с легкой улыбкой последовал за ней. Молодая женщина взглянула на остров и бесцеремонно сказала: «Господин Вэнь, как вы думаете, какова вероятность того, что здесь поблизости может появиться призрачный туман? Насколько мне известно, это самое таинственное стихийное бедствие, и у него нет четкого местоположения». Привыкший к ее странному поведению, мужчина крепко обнял его за спину и улыбнулся: «Да, нет точного местоположения призрачного тумана. Но я потратил немало усилий на сбор данных о призрачных туманах, которые произошли за последние несколько сотен лет, и обнаружил нечто интересное. Призрачные туманы часто появляются сразу же после извержения вулкана поблизости. Хотя это случается не всегда, но примерно в 1/3 случаев. В этой местности за последнее время произошло несколько извержений вулканов, так что я считаю, что вероятность появления призрачного тумана довольно высока». Услышав это, в глазах молодой женщины вспыхнуло странное выражение, и она тут же спросила: «Неужели господин Вэнь так долго путешествовал со мной, чтобы увидеть призрачный туман? Когда обычные культиваторы сталкиваются с призрачным туманом, они погибают. Почему же вы разыскиваете призрачный туман, почему бы и нет?»
Я хочу проверить свою гипотезу. Ты хочешь сказать, что если здесь появится призрачный туман, я не смогу бежать? Юноша по имени Вэнь махнул рукой с равнодушным выражением. Когда молодая женщина услышала его, она немного промолчала, а затем указала на небесное предзнаменование над островом и спокойно спросила: «Так мы идем сейчас?» Кажется, что культиватор уже провел половину ритуала, разве мы не побеспокоим его? На лице элегантного человека появилось высокомерное выражение, и он прямо сказал: «Я побеспокою кого-то. Я, Вэнь Тиньжэнь, хочу пообщаться с культиватором формирования ядра. Если он посмеет грубить мне, тогда я убью его». Женщина молча смотрела на юношу. Она знала, что способности этого человека были поистине ужасающими. Хотя он еще не сконденсировал зарождающуюся душу, он был несравненным среди культиваторов его же ранга. Он был известен как самый сильный культиватор формирования ядра во всей области моря рассеянных звезд, и, вероятно, это действительно так. Выражение лица мужчины внезапно дрогнуло, когда он удивленно взглянул на остров. Что-то не так. Хотя молодой женщине было любопытно, она постаралась спросить с максимально отстраненным тоном. Выражение лица юноши стало серьезным. На этом острове 3 культиватора формирования ядра. 2 из них находятся на ранней стадии формирования ядра, и 1 из них использует впечатляющий метод маскировки. Однако для меня раскрыть его местоположение не проблема. Но 3-й культиватор находится на поздней стадии формирования ядра, обладает совершенно ненормальным духовным чутьем, и он заметил меня. Возможно, его духовное чутье даже сильнее моего. Когда молодая женщина услышала это, она была в шоке. Она лично была свидетелем силы духовного чутья этого юноши, которое могло сравниться с эксцентриком зарождающейся души. Но теперь появился культиватор на стадии формирования ядра, чье духовное чутье было сильнее. Ей было трудно в это поверить. Однако молодая женщина знала, что, хотя этот человек казался нежным и утонченным, его нельзя было назвать великодушным. Скорее, он был хитрым, злобным, непостоянным и темпераментным человеком, который убивал бы других ради собственной прихоти, демонстрируя ужасающую силу. К счастью, этот юноша считал ее интересной личностью и, кажется, не собирался ее убивать. Хотя его лицо выглядело спокойным, она считала, что он уже решил убить того культиватора. В конце концов, его духовное чутье было тем, чем он всегда гордился. Как он мог допустить, чтобы культиватор, который стоял ниже его по рангу, обладал более сильным духовным чутьем и продолжал жить? Молодая женщина вздохнула и почувствовала жалость к культиватору на острове. Тем временем на острове раздался пронзительный свист в нескольких километрах от долины. Затем с юга появилось огромное трехцветное копье, которое мгновенно пронеслось через этот район. Внезапно копье сверкнуло белым светом и врезалось в туман белой ци. Человек внутри барьера ци немного поколебался, а на его лице появилась паника. Он вздрогнул от ужаса и тут же выплюнул фиолетовую нефритовую дубинку. В это же мгновение его барьер ци был сломан. Перед тем, как белый силуэт успел что-либо предпринять со своим магическим сокровищем, в его теле уже стала зиять дыра. Из раны полилась кровь, а труп рухнул на землю, окропляя кровью скалы. Затем копье снова превратилось в рой насекомых, которые теперь окутали его сумку для хранения и фиолетовую нефритовую дубинку, а затем без промедлений вернулись в долину с громким жужжанием. Спустя мгновение Хань Ли схватил сумку для хранения убитого и осмотрел ее своим духовным чутьем. В другой руке он рассеянно крутил фиолетовую нефритовую дубинку. Через мгновение Хань Ли убрал предметы к себе в сумку для хранения и повернул голову, уставившись вдаль с мрачным выражением на лице. Вскоре после того, как он выпустил своих золотых прожорливых жуков, он почувствовал, что чьё-то скрытое духовное чутье пронеслось мимо его тела, заставив его дрогнуть от испуга. Было очень похоже, что действовал эксцентрик зарождающейся души. Он тщательно отследил и был потрясен тем, что это мощное духовное чутье принадлежало культиватору на поздней стадии формирования ядра с молодой внешностью. Кажется, он был таким же, как Хань Ли. Хань Ли был ошеломлен. В тот момент, когда он выпустил свое духовное чутье, чтобы осмотрел культиватора внимательнее, он обнаружил, что тот использовал какое-то ограничение, чтобы отразить духовное чутье Хань Ли. Хань Ли нахмурился, он не мог наблюдать за ним.